Азия, с вами Милена, которая находится в помещении в шапке, потому что иногда не знаешь, что сделать с этими волосами. Но не об этом. Сегодня будем говорить, что почем топ-5, а именно в Корее, в Пусане. Думаю, это будет интересно всем тем, кто собирается сюда, в Корею, неважно по какому поводу. Работа, учеба или туризм. Всем будет интересно без исключения. Да, я расскажу в общем, сколько, что стоит и где. Интересно? Заинтересовались? Ну что, тогда поехали! Кто подкроет жилье? Это самая насущная тема, и я расскажу в общих чертах, что, почем и где. Я думаю, все знают, что нахождение вашего жилья в каком-нибудь престижном месте или рядом с метро, или даже в каком-нибудь развлекательном районе имеет место повышения цены. Поэтому не будем затрагивать такую тему, как давайте не жить в дорогих районах и будьте аккуратны, потому что цена там будет слишком высока. Возьмем общую сумму за месяц. Если вы собираетесь жить где-то рядом с такими районами, не слишком близко к центру, ваш отель, начнем с отелей, обойдется вам в месяц в 2 миллиона вон. Да, бывают такие, которые люксовые, и только за одну ночь вы заплатите $400, но не будем о них. Едем дальше. Хостелы и гестхаусы находятся примерно в одной ценовой политике. Опять же, расположение имеет значение, но говорим об общей цене за месяц. Это 1 500 000 вон. Да, можно найти, есть варианты, вы сможете такое отыскать. Дальше идут мотели. Да, многие не обращают на это внимания почему-то, но мотели за месяц обойдутся вам в 1 000 000 вон. Опускаемся ниже. У нас идут кашевоны. Это, по-моему, самый дешевый вариант, но в зависимости от того, какой кашевон с наличием санузла или без, цена будет тоже колебаться. Найти его так, чтобы снять на месяц, тоже возможно, не только в Сеуле, но и в Пусане. Стоимость за месяц начинается от 300 или 350 000 вон. Еще дешевле может быть только Йогвон, но в таких помещениях нету ни туалета, ни окон. И стоимость начинается где-то от 250 000 вон за месяц. Да, есть возможности хомстея, это бесплатно, но вы потеряете некоторые возможности, потому что нужно будет соблюдать правила семьи. В общем, в средней стоимости за месяц, в зависимости от любого места расположения, за жилье вам нужно будет отдать где-то 1 000 000 вон. Рассчитывайте примерно на эту сумму. Также есть one-room, но они, да, начинаются с 1 000 000 вон за месяц, а то и за неделю. Тут только если скооперироваться с кем-то и договориться с хозяином, иначе не выйдет. Есть и бабушки с ихними чутеками, где стоимость колеблется от 500, точнее, тысяч вон до 800, включая, конечно же, газ и воду, но это тоже, я думаю, не вариант. Также есть студенческие общежития, студенческие one-room, где и с депозитом, и без депозита есть возможность жить. Там стоимость будет колебаться с депозита, начиная от $3000 до 5, помесячная плата 300 или 350 000 вон, только хозяину, без включения коммунальных платежей. Есть варианты более дорогие, есть варианты более дешевые, все будет зависеть от того, как вы договоритесь с хозяином. Ну что же, теперь вы примерно знаете, я оставлю некоторые сайты, а точнее booking.com, которые, я думаю, все знают, и вы сможете увидеть примерные расценки не только отелей, не только мотелей, но и лав-отелей. Да-да-да, едем дальше. Следующим пунктом будет, конечно же, еда. Мы нашли, где жить, теперь надо и поесть. В зависимости от того, что можете вы внутри своего дома готовить или нет, будет и наш чарт. Например, вы можете готовить, соответственно, закупка каких-нибудь продуктов где-то на неделю вам будет обходиться в 40 000 вон. Вы сможете сами готовить, можете даже растянуть некоторые продукты, которые не скоро портятся, и, в принципе, будет ценовая политика колебаться. Но овощи и фрукты лучше покупать на рынке, потому что ни в Марте, ни в Хомпласе фактически нереально попасть на какие-то распродажи, но они есть, и иногда бывает даже выгоднее, чем покупка этого же самого салатика именно у них, чем у бабульки. Но, конечно, лучше покупать на развале, но развал предполагает перед собой налик, да, то есть наличные денежки.
Едем дальше. Вы, например, можете разогревать в микроволновой печке, либо, ну, я не знаю, кипяточком разбавлять. Значит, это рамена, значит, это рис, который также можно с супами мешать, и даже супчики, которые также можно разогревать в микроволновой печке. Стоимость таких вещей начинается от 1000 вон и до 2000. В CU, 7-Eleven, Minitab. Там бывает 1+1, 2+1, и можно таким образом сэкономить и набрать что-то на неделю. В принципе, может хватить. Ну и, в принципе, насытить, хотя не советую баловаться слишком много раменами. Да, они вкусные, и стоимость у них идет от 500 до 1000 за пакетик, в зависимости от марки, но желудок тоже нужно беречь. Иногда в таких же магазинах можно купить уже готовый завтрак-обед, который вам обойдется где-то в 1200 вон, но, опять же, там надо успеть в тот момент, пока оно еще было свежее. Когда оно начинает немножечко портиться, они опускают цену, и люди иногда берут немножечко уже не свежий товар. Но если с вашим желудком все нормально, он переваривает гвозди, oh yeah! Это самый классный вариант, потому что то, что стоило, например, 2000, будут продавать за 1000, а то и за 500 вон. Например, вы решили поесть снаружи, потому что не можете готовить. Да, дорого, но можно найти на Пусанде, на Самёне, на Сасане достаточно дешевые шиктаны, где блюда начинают свою ценовую политику с 3000 вон, а то и с 2500. Да, калькуксу, бибимбап, чажамён иногда бывают очень дешевые и доступные, но такие ресторанчики нужно искать. Да, там частенько кушают рабочие, и иногда появляются иностранные студенты пугать этих рабочих, типа как я. Если вы готовы выдержать все вот эти взгляды и хотя бы чуть-чуть знаете корейский язык, эти рестораны вам подойдут. Также можно найти развальный ресторан а-ля шведский стол за 5000. Здесь на Самёне такой есть. Найти его сложно было, но возможно. Вам захотелось мяса? Скооперируйтесь с другом. Любой прием пищи вдвоем подразумевает тройную порцию. Берем теппе самгyeopsal, самый дешевый, он вам обойдется в 8000 вон. Селфборд. В любом ресторане с теппе самгyeopsal есть селфборд. Вы можете набрать все, что там есть, в любом количестве, и есть это вместе с этим мясом. Вам это будет абсолютно бесплатно. Вы платите за порции мяса. Вода бесплатна, но напитки будут платными. Все то, что в магазине стоило 2900, например, как пиво, или 1000, как, например, макколи, или примерно 1000-1200, как соджу, будет обходиться вам в 4000 вон. Любой такой вот спиртовой напиток будет подниматься почему-то до такой цены. Если же вы хотите взять, например, Кока-Колу или Пепси, маленькая бутылочка, маленькая баночка, например, стоит в том же самом Хомпласе где-то 500-800, там она будет стоить 1500. Рассчитывайте на такое поднятие цен. Вы захотели что-то покрепче, решили пойти в бар? Готовьтесь к тому, что, например, самбука, бутылка самбуки, которую вы могли бы купить за 80 тысяч, один маленький шат, в котором я даже сомневаюсь, что есть 50 грамм, вам обойдется в 10 тысяч вон. Да, дорого, но если вы захотели выпить и что-то такое неожиданное для вас, вдруг вас затащили туда, готовьтесь к этой сумме. Едем дальше. Мороженое. Я вот обожаю мороженое, и я знаю, что если я пойду есть мороженое в какое-нибудь кафе, оно обойдется мне гораздо дороже, чем если я закуплюсь в Хомпласе. Да, Хомплас и Март, любые другие маты, они продают мороженое от 500 вон за штуку, а иногда бывает вообще 500, 1+1. Вообще идеально, то есть по 250. Иногда, конечно, есть и за 1000, в зависимости от брикета и фирмы, но это уже как бы детали. Пойдя в кафешку, ценовая политика в зависимости от уровня кафешки будет начинаться от 3000 вон, а то и от 5. Да, папинсу всеми любимый может оказаться вам не по зубам, потому что будет стоить, например, 5000 вон, а где-то он будет стоить 2000 вон, или там, например, 3500 или 3800 тысяч вон. Все зависит от кафешки. Едем дальше. Захотелось чая или кофе? Готовьтесь к тому, что американо вам обойдется в 2000 вон. Да, маленький чай, то есть это где-то 0,33, обойдется в 4000 вон. Любой, в принципе, чай в среднем начинается с этой цены. Едем дальше. Вам захотелось чего-то экзотического, например, хану. Приготовьтесь к тому, чтобы отдать за корову где-то 30 тысяч, а за быка где-то 38-40 тысяч вон. Да, за 200 грамм. Очень дорого. Захотелось еще больше экзотики? Вам захотелось на чагаручи?
Готовьтесь отдать 50 тысяч вон. Да, был опыт, мы с братом ходили на Чагарычи, нам взяли, посчитали камбалу где-то на килограмм, если я не ошибаюсь, на 28 тысяч. Ну, мы так подумали, о, 28 тысяч, ну, может быть, там надбавят где-то, в районе 35 получится. Что вы думаете? Мы заказали себе одну маленькую бутылочку пива. На выходе мы получили чек в 50 тысяч вон, так что готовьтесь к тому, что сделают надбавку за то, что вам накрыли на стол, за то, что нарезали и приготовили. И, может быть, что-то еще сверху, как бы так добавить, вон. Захотела что-то более крутое, и вы можете себе позволить люксовый ресторан. Готовьте свой кошелек на одного человека 70 тысяч вон, да, на человека. Это от 70 тысяч вон. Есть здесь люксовые рестораны, примерная расценка начинается именно с этой цены. Теперь вы в курсе, сколько что стоит, и будете знать примерно, на что рассчитывать. Ну что, едем дальше? Начинается небольшая тема для шопоголиков. Начнем с того, что мужская и женская одежда, разница в ценовой политике, как и косметика. Да, мужская будет стоить в 2 раза дороже, чем женская, а то и в 3, в зависимости от марки. К примеру, вы такой же человек, как я, и вы приехали сюда, ну, с 2-3 сменными одеждами и 2 парами обуви, которые сказали «до свидания» прям буквально через месяц. Вам приходится что-то искать, и вы ужасаетесь ценам. Но на самом деле в Пусане есть места, где закупаться. Запоминайте. Пусанде, Намподон, Самён и даже что-то можно найти на Сасане. Что же вы должны искать? Ну да, конечно, это вещевые рынки, на которых можно посидеть и поторговаться с хозяином, либо там есть секонд-хенд, либо там есть даже дисконт, либо вы просто найдете какие-то бренды, которые на самом деле не слишком популярны, и они будут стоить от 5 до 20 тысяч вон. В принципе, вещи там бывают иногда хорошие, но я бы не всегда такое одела. Да, мужская вещь будет стоить дороже, к примеру, если девушка покупает себе шортики, примерно такие же, как у мужчины, ей это обойдется где-то в 10-15 тысяч вон, мужчине примерно такого рода шортики обойдутся в 30, а то и в 40 тысяч вон. Да, примерно вот такая вот разница будет во всем, абсолютно во всем. Едем дальше. Иногда сами же большие магазины типа Латте, да, делают распродажи, что-то люксовое из спорта, из их же собственных брендов, косметики, неважно, что это, обувь, одежда, оно будет продаваться действительно с сильной скидкой, потому что когда-то это стоило 500 тысяч, а то и миллион, теперь оно может стоить 50 тысяч, 20 тысяч и даже 15 тысяч. И Март, там периодически тоже бывают распродажи, в Хомпласе тоже бывают развалы, на такие развалы можно периодически прийти, посмотреть и что-то найти не только для себя, не только для бабушки или дедушки, но и для детей, что самое интересное. В пределах 10-30 тысяч вон, а иногда даже и по 5. Да. Дальше, конечно, идут Uniqlo и H&M, но там в H&M лучше ждать сезона распродаж, иначе ваш кошелек очень сильно пострадает. В Uniqlo достаточно часто бывают не только распродажи, но и распродажные корзинки. Бывают они и по 5, и по 6, и по 7. Но средняя цена в самом Uniqlo здесь, в Корее, очень дорогая. Средняя цена любой вещи начинается от 12 тысяч вон, а то и даже 17. Хотя я последний раз даже такой цены не видела, многие начинаются где-то с 19. Да, также бывают небольшие развалы и в таких местах, как Самён и Сасан. Там бывают развалы не только обуви и косметики, но и многих таких а-ля секонд-хендов из Японии. Да. Переходим к косметике. Средняя стоимость, в принципе, косметики вам обойдется в 20 тысяч вон. Это кремочек или какой-нибудь уход. Если вы берете какую-то декоративную косметику, то там, да, конечно, и по 5, и по 3 можно что-то найти. Ну, то есть в пределах 10 тысяч вон, а то даже и 5 тысяч вон. Но это чисто декоративная какая-то вещь, а вам, например, нужен уход. Тут 20 тысяч вон. Если же это мужчина, прибавляйте хотя бы 5 тысяч вон сверху, а то и 10, потому что в зависимости от бренда, неважно, доступны ли это общие бренды типа Tony Moly, Etude House, Naturals Public, The Face Shop, Innisfree и так далее, все равно цена будет выше для мужчины, к сожалению. Лучше ехать в сезон праздников, распродажи будут офигенные, и многие брендовые какие-то серии из этих вот мест вы сможете взять гораздо дешевле, чем... Да, люксовая также в период таких вот сезонных праздников будет стоить дешевле. В люксовых брендах стоимость начинается от 35-40 тысяч вон.
Да, дорого, но в принципе это все-таки бренд, не забывайте об этом. Вы эти бренды сможете найти, некоторые из них в Oblivion, в Ватсоне, конечно, Шинсейга, конечно же, Латте. И ценовая политика начнется именно с этой стоимости. Да, бывают и 50, бывают и 70, а некоторые сеты будут вам обходиться в 150 тысяч, а то и в 120, а то и в 200, а то и даже в миллионы. Все зависит от марки, от того, что вы покупаете, какой возраст, да, и чем более глубоко возрастная косметика, тем она будет дороже. А если еще и для мужчины, опять же, будет немного, но дороже у нас было. Также можно найти распродажи косметики, не только же развалы одежды бывает, но и некоторых брендов уходовой косметики, например, для волос. Какая-то уходовая система, например, стоила в том же самом Home Plus или E-Mart 25 тысяч, а вот в этом магазине на развальчике она будет стоить 5 тысяч. Переходим к обуви. Средняя стоимость обуви на развальчике будет где-то 10 тысяч вон. Брендовая обувь начинает свою политику со 100 тысяч. Можно, конечно, спортивную обувь купить, там будет колебаться от 50 до 100 с чем-нибудь, можно попасть на распродажу, на скидки, она будет стоить 20, 30, 40, где-то так, да, то есть, в принципе, поймать что-то из этого можно, но будет примерно именно столько стоить. Теперь вы в курсе, сколько чего стоит и где искать. Да, это Пусанде, это Намподон, это Сомион и это Сасан. Надеюсь, у вас получится хорошо пошопить. Конечно, передвижение. Я думаю, многие видели мое видео «Транспорт Кореи», как пользоваться, где покупать и пополнять карточки. Если нет, я оставлю вот здесь где-нибудь или здесь где-нибудь ссылочку, чтобы вы посмотрели это видео, хотя бы знали, как пользоваться, потому что, в принципе, пользование, что в Сеуле, что в Пусане, что в Тегу, абсолютно одинаковое. Да. Ну что же, поехали. Для того, чтобы покататься на метро, я надеюсь, у вас даже есть местная карточка или карточка по всей Корее, это будет выгоднее. Вам понадобится 1300 вон за проезд. Да, если вы поедете на автобусе за свои деньги, без карточки, вам это будет дороже, будет 1415 тысяч вон. Да, дороже, но бывает. Захотели поехать в другой город? Не вопрос. Например, из Пусана в Тегу. На автобусе обыкновенном вам придется заплатить 6700 тысяч вон. Если захотели с большим комфортом, более широкие кресла, более удобные кресла, это будет 9700 тысяч вон. Да, едем дальше. У нас есть поезда, такие как KTX и Мугонхва. Начнем с Мугонхвы. Да, из Пусанов в Тегу обойдется вам 6700. Та же стоимость, что и у автобуса. Но KTX, конечно же, идет быстрее, но и дороже. Из Пусана, например, в Тегу вам обойдется где-то в 30 тысяч вон, возможно, даже больше, где-то в районе 40. Все зависит от того, когда вы поедете, время там и сколько было остановок. Да, тут иногда тоже считается. Едем дальше. На автобусе до Сеула вам обойдется стоимость билета в 35-38 тысяч вон, в то же время как Мугонхва вам обойдется где-то в районе 30 тысяч вон. Где-то. Естественно, да, Инчона Мугонхва будет вам где-то стоить 40 тысяч, ну, может, даже меньше. Да, он идет до Инчона, но KTX вам обойдется до Сеула в районе 40-60 тысяч вон. Прибавьте еще парочку, где-то 5 или 10 тысяч вон, и это будет стоимость до Инчона. Да, дорого, но быстро. В течение 4 часов вы уже будете на месте. Едем дальше. Самолеты. Если вы вдруг захотели поехать на самолете, это всего где-то, наверное, 2 часа, а то и меньше. Стоимость билета начинается с 80, а то и с 90 тысяч вон, если вам вдруг захотелось полетать на самолете. Теперь вы в курсе стоимости транспорта здесь и сможете сделать правильные выводы. И теперь знаете, сколько вам будет стоить поездочка хотя бы куда-нибудь. Надеюсь, это было вам полезно. Едем дальше. Ну и заключением нашего топа, топ-5, будет, я думаю, что-то бесплатное. Как вы думаете, что можно получить в Пусане бесплатно? Ну, давайте, попробуйте немного догадаться. Ну,
Близко, да, весьма близко, вот близенько было. Конечно же, это бесплатный морской воздух, это бесплатный хикинг в горы, естественно, бесплатный горный воздух. Это то, что вы можете получать абсолютно бесплатно. Поверьте мне, в Пусане есть чем насладиться бесплатно. И не только свежим морским или горным воздухом, или какими-то необыкновенными видами с тех же самых гор, или с того же берега моря. На этом я заканчиваю этот топ-5, первую часть. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте пальцы вверх, если оно вам понравилось. Не забывайте делиться им со своими друзьями и коллегами. Да, вам не сложно, мне приятно. Конечно же, подписывайтесь на мой канал за новыми видео. А вдруг пропустите чего интересненькое, как вот сейчас, что почем? Конечно же, не забывайте о том, что я вас люблю, я ценю ваши подписки, я ценю ваши комментарии. Если будут вопросы, задавайте мне их в комментариях, я буду стараться вам отвечать по мере возможности и мере своих знаний, потому что я, к сожалению, не знаю всего, но я пытаюсь делиться всем своим опытом именно с вами. Вам большой любви, уже скоро лето, да, пусть ваше настроение только растет и всегда будет очень светлым. Будьте здоровы, будьте любимы. До новых встреч. Пока-пока.